Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в первый выпуск пятого сезона прокачки с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем сезоне удалось прокачать всех торговцев, кроме скупщика, достичь 42 уровня персонажа и наснимать аж 57 выпусков. За цель поставлю как минимум аналогичную планку в этом сезоне. Ну, а что будет дальше, время покажет. Выпуск поддержали финансово Вандал, QB, Роман, Raspberry Jam, Владимир Филатов, Фрэнки Уайлд, Айдар Ахмедшин, Миша и Захар. Помимо подарка еще и такие суммы крупные. Спасибо вам огромное за вашу щедрость и теплые пожелания. Будьте здоровы, и вас тоже с наступающим. Рад, что метро 2033 тепло приняли. Не ожидал, если честно, такого интереса. Спасатели, с наступившим профессиональным праздником еще раз. Другие игры, в том числе продолжение метро, планирую стримить на втором канале «Выжить любой ценой». Ссылка на него есть на главной странице этого канала. В основном там сталкер, но время от времени бывает стримлю разное, вплоть до русской рыбалки 4 под Певчанский. Но это редкое мероприятие, ё-моё. Захар подарил Atomic Heart, так что на релизе, ожидается он в феврале следующего уже наступающего года, постримим ее в удовольствие на втором канале. Благодарю еще раз за щедрую поддержку, да еще и с закрытой комиссией, и поздравления. Прям чувствуется уже настрой у вас такой праздничный, это здорово. Ну что, погнали в Тарков, новый 5-й сезон. Всем приятного просмотра. Ну что, дамы и господа, настало время повеселиться. У нас новый сезон начинается. Этот сезон будет у меня за Беровца. И главным действующим лицом и голосом у нас будет Миша Данилов, который... Данила. Так, что нам нужно будет по дефолту, по самому началу и так далее и тому подобное. В общем и целом будем сначала продавать все тряпки, которые нам не нужны будут, и изучать то, что можно изучить у торговцев. Пока будем идти по старым следам, а то, что изменилось в некоторых квестах и какие квесты добавили новые, мы будем это выяснять по ходу пьесы. Второй уровень персонажа получили, изучив все предметы, и теперь можно пройтись по квестам, которые нам доступны. Проба пера у прапора доступен. Нам необходимо по этому квесту убить диких по всей территории Таркова, это 5 штук, и раздобыть, передать оружие МР-133 2 штуки. Тут без изменений, я так понял. У терапевта дефицит также первый квест найти в рейде аптечки слева 3 штуки и передать их ей. Что, чисто в рейде получается? Сварить теперь не получится? Ну, точнее, получится, но не получится передать их, что ли, сваренные? Так, у механика нет никакого квеста пока. Мы можем это попробовать исправить, запустившись, например, на завод за дикаря, да, чик, и отменяем сразу. Проверяем торговцы. Да, есть у нас квесты новые. Это оружейник, часть первая. Здесь нам нужно модифицировать МР-133 в соответствии с требуемой спецификацией. Нам нужен был квест поручения от этого механика, от этого торговца. Нам нужно найти место стоянки егеря в условленном месте, найти послание точнее от егеря и передать это послание механику. По тряпкам предлагаю у барахольщика 3-м классом бронеразгруза закупиться, по крайней мере, может быть, нам это спасет жизнь, по крайней мере, от диких, если не от ЧВК, которые будут стараться нам в голову, да, стрелять. За ЧВК отправляемся в лес, это будет первая задача, которой мы займемся, включительно для этого рейда. Во, ничего себе, тут всяких настроек тонких, да? Все, добро. Нам это не интересно. Значит, страхуем. Что будем страховать? Автомат, наверное, застрахуем эту штуку. Мешок не нужно. Бронеразгруз, я думаю, нужно. Пока. Пока денег не густо, будем экономить по максималочке. И эти бронеразгрузки 3-го класса быстро будут разобраны, так что я даже не знаю, как это все будет происходить. Моя задача найти письмо возле упавшего самолета и вынести его с локации. Если получится, то подстрелим диких еще. Но первым приоритетом письмо. Вот он, Тарков. Так, есть первый ориентир, это машина. Мост. Значит, я поставляю на автомат. И мне надо бежать далековато, в принципе. Ладно, мне надо до самолета. В принципе, я мог еще дальше там где-то заспавниться, но, можно сказать, повезло. Слева от меня коттеджи. Это деревня, дача. Есть еще такая информация, вычитал, что, в общем, предметы квестовые могут быть не на старых местах, а где-то лежать неподалеку. Так что сейчас посмотрим, интересно на это будет глянуть, если добежим до туда, конечно. В общем, мне прямо по курсу через этот холм и выйдем к упавшему самолету.
Так, уже слышу где-то глушенные выстрелы. Это интересно. Короче, конкуренция будет просто бешеная. Сейчас будут все рейды, да в принципе в конце вайпа все рейды были битком просто забиты тарковчанами. Как вам обновленные звуки? Так, мы на самолете. Говядину большую нашел. Надо же. Ага. Вот людям больше делать нечего, как перестреливаться, да, сейчас? ПВП заниматься этим. Так, я забрал письмо. Я, по идее, могу валить с локации. И вообще, по-хорошему, отсюда, от самолета бы подальше мне отбежать. Потому что все сейчас за этим квестом будут бегать, как пить дать. По сути, мне можно уже идти на выход. Да не можно, а нужно. Что-то какие-то просадки. Что-то, короче, себя сейчас будет не очень хорошо чувствовать. Игра это, очевидно. Жаль, конечно, что я деньги не взял. Я теряю хватку. Ё-моё, так необычно, так непривычно заходить в игру, когда ты не играл. Я сколько уже в нее не играл. С 12 числа. 12 последний выпуск был. Декабря. Так, а куда я попёрся? Мне ж в той стороне и не выйти-то нигде. Мне большой крюк придется давать. Так, денег у меня нет. На 14-м не выйду. Надо на... Ключа у меня нет. Надо на, короче, на окраину мне чесать, парни. И пойду я, пожалуй... Блин, или внизу на пофиг... Нет, на пофиг мы не пойдем. Мы должны выживать. Тогда я предлагаю обойти эту скалу снайперскую. Сократить таким образом путь, чтобы через новую территорию остальное мне не идти. Постараться выскочить здесь. Сейчас так и попробуем сделать. Ориентиров никаких не могу дать, только вот эти вот скалы по правой стороне от них идти. Вот и все, что могу. Какие ориентиры дать. Спасибо, Тарков. Прям на тайник наступил. Так, вот эту штуку я спрячу, пожалуй. Что такое? Ну, вот так. Попутно, что будет попадаться. Можно будет глянуть. Лут дело, конечно, хорошее, но за счет лута я далеко не уеду. Есть возня там на скалах. Это хороший вариант, чтобы... Пока они там друг другом занимаются, проскочить все это дело. Да, прям где-то под снайперской скалой возня. Вот хорошо. Калаши, хантеры. Людей хлебом не корми, дай по ПВПшиться, да?
Но там такая одна из самых горячих тропинок под этими скалами. Там и дикие ходят, там и ЧВК частенько переходят с одной территории на другую. А мы лесочком, зеленкой, избегая ПВП, постараемся незаметно в сторону выхода проскочить. Потому что моя задача вынести письмо. Судя по стрельбе, они двигаются как раз в моем же направлении. В сторону лесопилки. Угу. На меченке стрельба. Приблизительно. Совсем пустым я, думаю, точно не выйду. Даже тут пару зеленых ящиков глянуть нам. Вот этих вот. Ну чего ты? Вот так вот. О, прицельчик есть. Мамана. Это юсеки. В сторону окраины идут. Это МДР, по-моему, стреляет на 5.56, которая... Так, кек, лента. Гвозди. Гвозди. Так, будем попутно идти. Чик, изучать. Кек я бы вообще заныкал. Потому что мне потом можно будет в убежище сварить шестидесятник, если кек-лента будет. Магазин на 60 патронов, у меня потом понадобится. Их 4 штуки понадобится. 3 с галочкой, 1 на оружейника. Можно и тут спуститься. Я так считаю. Так. Пусто. Похоже, что лутали тут. В патчноуте я, в общем, один пункт не до конца понял. Тот, что касается ящиков, которые закрыты, открыты там положение после лутания от третьего лица. Насколько я понял, раньше это был баг, что ты видел открытые какие-то ящики, которые давали, очевидно, понятие, что кто-то их лутал. Сумки открытые, куртки. То есть, если они лутаны, то тебе надо было сначала их закрыть, а потом можно их повторно открыть. И тайники то же самое. Если это было ошибкой, то я сейчас, похоже, пофиксили в этом патче, в 13-м. Блин, я, по-моему, ноздря в ноздрю прям иду с теми парнями, которые вдоль берега на окраину идут. Как бы не столкнуться сейчас с ними прямо на выходе. Было досадно бы.
помереть. На эвакуации. По-моему, все окей. Фу. Первый блин не комом получается. 13 небольшим минут, немного совсем опыта, без единого, конечно, выстрела все это произошло, но это нормально. Я сейчас буду избегать, если мне это необходимо, любых вообще стычек, если на кону будет какой-то квест. Здесь мне конкретно нужно было вынести письмо, и мы это сделали, это главное. Так, добро мы выгружаем от сунды. Можем потом, кстати, на автомат себе поставить. Это можно тоже скинуть, вот это мне по квесту понадобится. Это не надо пока шину сюда. О, пойдет. Можно подкрепиться чем-нибудь. А вот тушенка у меня есть, например, бам, хабаем. И используем, сколько там получается, 38 воды. Можем снять крышку ствольной коробки на своем АК, так как я нашел какой-то там прицел, где он был. А, вот он, прицельчик этот. Вот, на этот прицел мы, точнее, на автомат мы сначала поставим бастион. Вот он, бастион, нашел. Лыжник, он продается на первом уровне. Это крышка ствольной коробки. А, надо будет целик снять, да, еще? Чик. Чик. Бастион ставим на автомат, и на этот бастион мы ставим прицел. Вот оно. Чик. Все. У меня калашик теперь на коллиматоре. Приятно? Приятно. Ну что, первая страница открыта. Поручение, квест мы выполнили, нашли место стоянки егеря в условленном месте и нашли послание. Вынесли его с локации, передаем механику, а значит егерь у нас открыт. Вот, теперь у егеря, в общем, все предметы изучаем, чтобы в случае чего это не занимало у нас времени в рейде, когда мы найдем те или иные предметы. Все, готово. Давай теперь проверим, сможем ли мы мурки, которые купим у егеря, передать, например, прапору по квесту. Проба пера. Да, оружие можно передать. Здорово. Тогда докупаем и второе. Где оно там? Вот оно. Чик. Передаем прапору. И чтобы закрыть первый квест проба пера, мне нужно всего 5 диких настрелять. А у егеря открылся квест знакомства, говорит. Найти в рейде сухие пайки искра, это зеленые такие сухпайки. Найти сухарики ржаные емеля 2 штуки, сухпайки 3 штуки и банка тушеной говядины 2 штуки. Одну я только что нашел в рейде, передаем ее, значит остается 1 тушенка. 2 сухариков и 3 искры с галочкой. Есть предложение сходить за ЧВК мне на развязку, чтобы попытаться вынести еду для егеря по квесту знакомства. Так, мешок я, пожалуй, застрахую тоже. 3 искры найти на этой локации это не проблема. Есть черные ящики оружейные, в них есть 100% шанс спавна. Если придешь туда первым, то заберешь. А вот насчет 2 пачки емеля и 1 банки тушенки, это придется в Гашан зайти тогда, по полкам пошарить. Обаджа, ничего себе, как у вас тут все устроено. Я бы пошел лучше сразу куда-нибудь спрятался, по идее, ну, чтобы с открытой уйти. Так-то. Будет весело сейчас на Тагилу какого-нибудь нарваться, да? Или как его там, Киллу. Короче говоря... Какой у меня спаун отвратительный, честно. Короче говоря, предлагаю попытаться прямиком сразу, чтобы там первым оказаться. Сразу в супермаркет чухнуть. Раз все. Ничего другого по пути там лутать не буду нафиг. Потому что у меня места не так много на самом деле. Главное емелю и тушенку найти. А искру это все вообще фигня. Проще простого я ее найду. Искра это вообще не проблема. Это один, по идее, спокойный рейд. И дело в шляпе.
Все, я на месте. Получается. Вот этот сектор мне нужен. Так, быренько смотрим. А чё, лафа кончилась, что ли? Кабачковый экран. Ну ладно. Что-то лафа-то кончилась, походу, пацаны. Нет, смотри, есть кое-что. Так, есть тушенка, кажется. Точно. Тушенки море. Только емели нет. Тушенки всякой такой, сякой. Консервы разные. Шпроты. Ну что, тушенка, ну лишнего брать не буду. Хотя вот это я заберу. Если ее вынесу, она мне по сельпо потом пригодится к квесту. Нету, получается, емели. Фигово. А вот емеля. Бам, отлично. Один есть. Может еще? Ну ладно. Один емеля есть, одна тушенка есть. Ну что, теперь по всем полкам развалено это все дело, да? Есть смысл теперь и по другим полкам шарить, нет? Вряд ли. Слышу слева. Мальборо нам надо будет тоже по квесту. Дикий есть. Машу, бэнь-бэнь. Правда, внимание привлечем не нужно. Вон он пошел. Пацаны, окружаем его! Видит. Пиздец, во мраке ебаные! Блин, а я без фонарика вообще ничего не вижу. А вон он. Вон он, упырь! Твоя, ну иди сюда, говно собачье! Решил ко мне лезть, урод! Есть. Кабанчик. Так. Хьюстон, у нас проблемы. 3-й уровень, смотри, спас. Был бы в паке, точно огреб бы. Что там, брат? Ого. Так. 3-й. Акробат.
Блин, а чё мне смысл это все набирать? Блин, он как раз 5-й. Как я его хорошо слышу, пацаны. Я даже слышу, что он по деревяшкам где-то на 2-м этаже там бегает, прикинь. Он надо мной? Точно. Е-моя. Блин, один остался, и не туда, и не сюда. Добить бы, да, по-хорошему? Или одного мы где-нибудь добьем, точно. Вот чё деньги опять не взял, а? Нормально, красивый, счастливый. Поехал бы на машине домой. Ну давай этого дождемся тогда. Он сейчас спустится 100% по эскалаторам по этим. Слышишь, да? Как хорошо слышно стало, пацаны. Вообще кайф. Это я в каких-то ГСШ всего лишь навсего. Так, ладно, это не то. Дай 5000. 5000 дай. Но это для экономии места в схроне пригодится мне. Блин, пацаны, дайте 5000. Займите 5000. По-братски. Ну, не надо. По ощущениям, локация вообще пустая. Я никого не слышал. Может, как вариант тогда искры забрать все? Раз у меня имели, нет, мне в любом случае придется еще. Ну, может быть, я... Да ладно, не буду торопиться, заберу искры там, где они есть. Так, тут, может, 5000 найду сейчас. О, золото. Ты, да пофиг, я тогда в дыру в заборе не пойду. Я пойду тогда на МЧС выход, как положено. Как белый люд. Людь. Ну, подумаешь, одну всего заберу, да? Искру. Или даже две. Там есть еще один черный ящик, который я знаю по пути. Короче, план таков. Сейчас пойдем на МЧС. МЧС как раз у меня здесь в этой стороне, а выход у меня где? На МЧС он собрался. Да, КП МЧС работает выход. Точнее, это мой выход. Мне нравится. Так-то этот автомат. Он все равно выбитый. Зря только будет. Вес лишний, да? Тянуть лямку.
Сюда его, сюда. Военный кабель. Тоже добро. Блин, набираю, как будто мне есть это все складывать куда в схроне. Ну ничего, первый миллион, который мы заработаем здесь, я его потрачу конкретно на приобретение ящика с хламом. Ну, терапевта там продается без проблем. Так что этот вопрос отпадает. Блин, мануал можно было бы забрать. Ну, короче, сейчас все надо забирать. И вот эта дилемма меня будет преследовать долгое время. Что и то надо, и все надо, и все надо. Так, покушать можно, да? Что у меня есть покушать? Покушать я ничего не взял. Конечно, вообще не помешало бы. О, тоже солидарен. Ого, как проседает. Это челоботы подъехали, походу? 26. Вполне возможно, кстати говоря. Вот она, искра в черном ящике, где всегда она спавнится. Так что пользуйтесь, парни и девчуля. Пользуйтесь. А вот теперь те, кто на МЧС заспавнились. О. Не, я думаю, это обычный дикий шваркает. Мне больше дикие не нужны. Давай, мочи их! Блин, падла. Вали, Ну вали, да, ну да. хуесоса! У вас теперь тут столько нагрузится, да? Ой, ё-моё. Чё, airdrop пролетел? Попал? Попал, не попал? Пошел ты. Ёшкины шметки. Как же тут до жестоко. Но я хочу забрать вторую искру. Она тут совсем недалеко здесь. На дороге еще один черный ящик, в котором лежит эта искра. А там дикий, блин, внизу. Надеюсь, он не будет проблемой. Оп. Вот он ящик. Видишь, кого нет? Я не вижу. Вот она, искра вторая. Зашибись. О, кое-что по барахлу даже. На продажу пойдет. Все, осталось добежать до дома. Как же фризит-то хорошо. А может вообще игру снести? Может быть, надо было не обновляться до патча, а просто установить его на 0. И прям заново игру скачать. Ну ладно, это головняк не мой, по идее. Все, я на выходе. Ну вот, 17 минут, кое-что по опыту получили, 7 диких настреляли, можно было бы и еще, но в принципе они мне больше пока, по крайней мере, не нужны. Главное, что мы можем сейчас еще один квест закрыть для прапора. Тушенку без галочки можем смело хавать, употреблять ее в пищу, и можно
даже испить водицы на 21 единицу. Одна единица остается из 60, и мы потом сможем ее использовать, допустим, по квесту с закладкой, да? В бункерах. На всей территории Таркова нужно было убить 5 диких и найти 2 МР-133 ружья. Все готово. Можем закрывать квест проба пера. Доступен квест проверка на вшивость. По этому квесту найти бронзовые часы на цепочке на таможне нужно, но для этого понадобится ключ от спецтехники. Купить мы его, конечно, не можем, так как барахолка пока недоступна. Доступна она, по-моему, с 15 уровня. Вроде как в этом не было никаких изменений. Но можно также его раздобыть на таможне в общежитиях трехэтажки. Но чувствую, там будет месиво. Для егеря мы тоже принесли вкусняшки. Вот ему банка тушенки большая, вот ему 2 искры с галочками, вот ему и ржаные сухарики Емеля. Остается только 1 искра и 1 пачка Емеля. Ну а чё бы и нет, давай попробуем. За ЧВК на таможню в 7 утра. А можно и вечерком, слушай, пойти. Красота же будет. Хотя, постой, у меня там вообще есть возможность что-то... Короче, пока думаю, это все время уже протечу. Мне хватит, в принципе, до темноты час примерно времени. Я думаю, что мне этого достаточно будет. Ну, час игрового времени, я имею в виду. Там 10 минут за час, 10 минут мне за глаза хватит. Моя задача забежать в трехэтажку общаги, забрать в куртке ключ от наливника, заныкать его в труханы, а точнее в несгораемый контейнер Альфа, забрать часы на наливнике и выйти с локации. В вечернее время шансов, что там будет меньше ЧВК, гораздо больше. Значит, именно поэтому вечернее время и попробуем сделать все оперативненько. Опачки. Вообще была долгая загрузка, около 9 минут. Битком будет локация, потому что подвисание, торможение, точнее, было на каком-то новом пункте подготовка игры. Я такого даже не видел ни разу. Далеко от общежития меня заспаунило, ё-моё. Вообще не прекрасно ни разу. Когда самый последний приду. Тушенка. Блин, как тогда сделать? Чуть-чуть лутануться тогда попробовать. Мне же там кое-что надо будет по предметам еще и для убежища же 100%. Но тоже в общежитие, блин, с полным мешком запрыгивать. Не хотелось бы. Ладно, давай мельком хотя бы. Через самые популярные места не пойду. Пойду в обходную приблизительно. Ну, нет худа без добра. В любом случае у меня в той стороне будет выход. За трехэтажным общежитием. Так, вот это нам будет более важно, да, взять. Так, это где? Стрельба. Мне бы какую-нибудь рулетку. Чтобы хоть что-то поставить в убежище. Хотя, по-моему, я там за деньги всего лишь смогу там то ли вентиляцию, то ли что-то такое поставить. Что-то я не заглянул, сразу побежал в рейды. Зря ты так. Вот, видишь, оно как... Я думал, не сильно темно будет, а оно уже быстро как темнеет. О, вот это точно мне нужно будет. Нет, такие тряпки нам не нужны. Ладно. Это прыжок был? Или выстрел? По-моему, выстрел. Так, тут у нас еще есть ящик с инструментами в вагоне. И тайник есть. Поглядим. Если получится
Тараканить ключ? Блин, чё я, какой лутаться? Мне же надо по-быстренькому в общежитие, чтобы первым ключ забрать, если я... Последним туда приду, то и ключ мне не видать, как своих ушей. Так, 20 килограмм имеем. Все, пока больше ничего брать с собой не буду, чтобы у меня прокачивался навык. Точнее, умение. Выносливость, по-моему. Значит, если будет перегруз, у меня начнется сила прокачиваться. А выносливость погаснет. Перестанет качаться. Флешки нет. Ого, полная сумка. Ну, этот фильтр пока ни к чему. О, а вот шланги, это золото сейчас будет. Так, ладно, дальше надо потихонечку продвигаться. Безопаснее по левой стороне, но по левой стороне дикие. По правой стороне ЧВК. Где-то тут стрельбу я слышал. Плюс-минус. Ладно, я все равно ничего тут не смогу разглядеть в полумраке в этом. Давай тогда в трешку. Мальгином вкинусь. О, какая четкость. Пока лутаю куртки, потихоньку слушаю, что почем. Вроде тихо. И не видно нифига. Вот эта куртеха мне нужна. Опа, ключ на месте. Зашибись. Все, даже если погибну, не страшно. Можно будет в этом направлении потом не идти. Смело сразу к наливнику. Сейчас еще тут кое-что. Ключики хочу позырить. Вот в этой, по-моему, комнате. Пару курток. А одним глазком. Опять эта маска. Опачки, гайки нашел. Так. Но мне надо по-любому на стройку зайти. Наливняк-то там. Значит, выходить я буду на ВСРФ. Блин, хотя на лодке было бы побезопаснее, малеха, я так думаю. Фонарика нет, так-то можно было бы. Так, я понял. Сюда не можно, да? А это на ВСРФ как раз. Пипец. Ладно, чуть-чуть тогда надо будет скорректировать маршрут. Как раз на ВСРФ кто-то там возню устроил. А давай слушай, как я сделаю сейчас, раз уж в эту сторону мне пришлось пойти. Я сейчас проверю, работает ли костер или нет.
Если костер работает, то я забираю часы и вжух сюда, в эту сторону. На ВСРФ там не палится мне. Вот так вот. Костер не горит, лодки нет. По-любому придется на ВСРФ выходить. Понял? Понял, принял. Эй, ты про меня? Точно. Блин, куда спрятаться-то? Иди в баню. А кто глушёный стрелял тогда, я чуть не понял. Раз там дикий живой до сих пор. Блин, я его не вижу в потемках. Твою мать. Ну ладно. Все планы обкекал. Долгий поиск. Вот так вот. Мать. Убили? Убили. Я же говорю, там ЧВК еще был. Оп, фонарик выключил. Вон он, вижу. Есть кабанчик. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Вкуснях налутал. А что не заряжает? А, полон. Вот теперь у меня что есть. Я ж говорил, тут ЧВК. Ну где-то еще глушенный был. Открывай, пожалуйста. Есть котлы. Все, я пошел. Пошел на выход в сторону ВСРФ. Не видно от слова вообще нифига. И светить тут фонариком тоже последнее дело, но придется. Иначе я даже дикого не увижу. Ага. Вот тут дикарь. Может, N ключ сразу забрать тоже? Раз уж я тут.
Давай заберем. Ой, шило, да ладно. Вышел, блин, за хлебушком. Ты только меня не убей, брателло, ладно? По-моему, слева кого-то слышал еще. Не? Ох, блин. $180, ё-моё, что-то у него там было. Что там, брателло? О, 206-я общаги. Квестовый ключ. От души, братюня. Ты лучший из всех диких. Все, я выйти должен. Я должен выйти по-любому. Ну что, непростой оказался рейд на самом деле. 15 минут, сколько там получилось? 3000 примерно опыта, первый усек. Не угадал я с временем высадки на локацию. Прождал, блин, в лобби 10 минут почти. В это время я должен был находиться на локации. Поэтому пришлось немножко по темникам полазить. Но зато сами видите, гораздо спокойнее локация, чем я готов поспорить, если бы я пошел днем. Вот оно, наше личное убежище. Абсолютно ничего здесь нет. Голые стены. Первое, что я могу построить просто за деньги, за 25 тысяч, это вентиляция. Бам, устанавливаем. Для второго уровня уже предметы нужны. Все получается, я больше ничего не могу построить, потому что для освещения нужна зажигалка крикет. Я ее так и не нашел, но в принципе-то и не искал. Здесь для безопасности мне нужна рулетка была. Для санузла, вот это мне больше всего интересно. Так, есть шило, мыло, зубная паста и туалетная бумага остались. Но это можно будет в лесу найти, я думаю, не так уж сложно. Для верстака все без изменений. 2 гайки, 2 болта и мультитул. Мультитул мы можем, по-моему, у миротворца купить. Да, механика точнее. Для медблока, по-моему, вот тоже без изменений. Для обогрева спички нужны и для зоны отдыха скотч и спички нужны. Понятно. Ну вот как раз для склада саморезы и гвозди мне понадобятся. Тоже, по-моему, ничего не поменялось тут. Для второго уровня склада, по крайней мере. Генератор мог бы построить, но для генератора нужно безопасность первого уровня поставить. У меня есть свеча, но нет для безопасности рулетки. Можем новогоднюю елку поставить, но нужен генератор, нужен красный, серебряный шар и Battlestate фиолетовые игрушки нужны елочные. В предыдущем вайпе они спавнились в сейфах и, по-моему, в местах ценностей разного рода, поэтому, наверное, имеет смысл погулять где-то, посмотреть, поискать это добро. Так, чисто для настроения в убежище. Какой-то новый предмет появился, передовой преобразователь тока. Это нужно для солнечной батареи, я просто смотрю, тут новые предметы появились или нет. Опа, это что такое? Смотри, кусок стены с распухшей краской, ничего серьезного, но, возможно, скоро это станет проблемой. Время постройки 0 часов. Что это за дичь? Строительство завершено, зона готова к установке. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Хочу, пожалуйста. Непонятно, не устанавливается. Вы чё меня выкинули? 228, ошибку сделали. Так, по-моему, после склада, да, этого опухшая стена была? Да, разобрать стену. Да ну нафиг. Ну-ка. Не совсем понял, что это, но потом разберемся, я думаю. Ну или вы расскажете все в комментариях, это точно. Итак, квест «Проверка на вшивость». Нашли бронзовые часы на цепочке, благодаря тому, что раздобыли ключ от спецтехники в общежитиях. Передаем часы и закрываем квест «Проверка на вшивость». Вот тебе и дейлики подъехали, потому что я 5 уровень апнул. Есть первый дейлик, выжить, выйти с локации берег, 1000 опыта. Но мы будем делать, если дейлики, то только если в награду будут какие-то уникальные предметы, которые мне нужны здесь и сейчас, либо квестовые, либо какие-то редкие штуки. Либо если будет фарм неплохой лояльности. В частности, это будет касаться егеря. Потому что у егеря лояльность прокачать сложнее всего. Поисковая миссия квест выдает, поэтому квесту мне нужно идти в лес и найти временный лагерь юсеков и найти пропавший конвой прапора в лесу. Пикник со стрельбой тоже отправляется
Отправляйся, говорит, в лес и убивай там диких, пока 15 голов мне не принесешь. Посылка из прошлого. Квест, по которому мне нужно попасть в офис Таркон, забрать там папку и заложить на заводе во времянке на 2-м этаже около ворот номер 3. Бесплатный выход. Открытый, точнее, выход. Лыжник предлагает мне дейлик с поиском сигарет Мальборо одной пачки, а я как раз в рейде только что нашел эту пачку сигарет и могу поменять ее на 900 опыта. Меняем? Конечно, меняем, ё-моё. Первый дейлик вжух, проскочили. Выдает он мне также квест-снабженец, по этому квесту мне нужно принести модуль М. 3М, точнее, белый, который бронежилет, джейский, простой, и он обычно на диких находится. Но чаще всего я его встречал в лесу на коттедже, где выход на мосту, где машина стоит. Там в этих 3 коттеджах может где-то в углу лежать этот бронежилет, так что это тоже в лес. И найти в рейде и передать ружо ТОС-106. Это тоже, я думаю, у диких найдем без проблем. Миротворец с простеньким квестом на устранение подъезжает тоже. Устранить диких выстрелом в голову 5 на любой, причем локации. Принять не могу, что-то подвисает. Игре плохо, сейчас начинается час пик. Я зашел сразу же после вайпа. Пошли бэкэнд эррор и прочие вещи. Поэтому нормально я тут уже не позаписываю, не поиграю. Хотя в целом, я считаю, хороший денек получился. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за вашу поддержку. Не забывайте про пальцы вверх. Оставляйте комментарии. Отдельное спасибо парням и девчонкам за вашу финансовую поддержку. Всем приятной игры. С новым наступающим годом. С новым наступившим вайпом. Всем хорошего настроения. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.